Всем привет! Сегодня для вас я приготовила вот такую интересную модель следков. Вяжутся они несложно. В данном мастер-классе я вам объясню попетельно, как вязать данную модель следков, чтобы с ней справились даже начинающие мастерицы. По данному видео вы сможете эти слитки связать на любой размер вашей ножки. Данные слитки я вяжу из пряжи Alize Superlana Maxi. Метраж данной пряжи в 100 граммах 100 метров. Состав 75% акрила и 25% шерсти. Вязала спицами 4 миллиметра. Я использовала 2 чулочные спицы. И когда я вывязывала подъем, я использовала круговую спицу того же диаметра 4,5. Длина от кончика до кончика спицы на леске 40 сантиметров. Но если у вас нету спицы на леске, тогда можете эти все петли распределять на чулочные спицы. Если кого-то заинтересовала данная пряжа, я оставлю ссылочку на магазин, где я данную пряжу брала. Всем моим подписчикам данный интернет-магазин дарит скидку в 5% по промокоду, который я напишу на экране выше. Обязательно воспользуйтесь данным предложением. Данные следки я вязала на размер ножки 36-37. Но чтобы вам связать на другой размер ноги, вы должны знать длину вашей стопы в сантиметрах. Я сбоку оставлю таблицу, где для каждого размера ноги соответствует длина стопы в сантиметрах. И от полученных сантиметров, которые вы найдете в таблице, отнимайте примерно 1,5-2 сантиметра, так как пряжа очень хорошо тянется. Я свои слитки буду вязать на длину стопы в 21 сантиметр на мой размер ноги. Данные слитки идут абсолютно бесшовные, в них ни единого шва нет. Давайте разберемся кратко с принципом вязания данных слитков, чтобы вы имели представление, что и зачем вяжется. Изначально мы будем с вами вывязывать вот эту вот подошву. Начиная с 6 петель, далее я буду прибавлять петли. И после того, когда у меня ширина моей подошвы составит примерно 8,5 сантиметров, я буду вывязывать обычным ровным полотном всю длину подошвы. Только в конце оставлю необходимое количество сантиметров на убавление петель. Получается, чтобы вывязать мне подошву в 21 сантиметр, примерно 3,5 сантиметра займет прибавки и 3,5 сантиметра займут убавление петель. А всю остальную длину мы будем вывязывать без каких-либо прибавлений либо убавления петель. После того, когда мы вывяжем с вами всю подошву, мы будем поднимать петли по контуру нашей заготовки и вывязывать подъем слитка. Подъем у меня состоит из 2 платочных дорожек синего цвета и 2 платочных дорожек оранжевого цвета. Далее мы будем начинать вывязывать наш мысочек вместе с язычком таким вот. Если вам захочется язычок свой связать подлиннее, либо покороче, ориентируйтесь под свою ногу. И также, если вам захочется данные слитки связать повыше, тогда язычок именно вяжем повыше. И вот эту вот синюю часть также вяжем больше, чем вяжу я. Получается, вывязываем мысочек, язычок, закрываем петли. И далее вывязываем вот эту вот синюю часть поворотными рядами. После всего вывязываем в самом конце вот такой вот ободок, в который мы будем продевать шнурок. Смотрите, в качестве шнурка можно использовать все, что угодно. Я использовала вот такую вот нить, но вы можете использовать обычную тесемочку, резиночку, как вам больше понравится. А декорировала я, на кончике я купила вот такие вот штучки. А держится эта веревочка и фиксируется с помощью вот такого вот карабинчика. Но вы, как я повторюсь, можете использовать все, как вам больше нравится. Если вам не нравится такой вот карабинчик, можете просто на узелочек связать. Данные вот такие вот штучки можно купить в любом рукодельном магазине. Если вам понравилась данная модель слитков, предлагаю ее связать вместе со мной. Берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. На спице набираем 6 петель.
Обычным способом набора с помощью длинного хвоста. Первый ряд, первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее вяжу все петли лицевыми. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания провязывается изнаночной петлей. Второй ряд, первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее обратно провязываю все петли лицевыми. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной петлей. И начиная с третьего ряда мы будем с вами прибавлять петли. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее из одной петли мне нужно вывязать 2 петли. Сначала я одну петлю провязываю за верхнюю стеночку петли, следующую вторую петлю из этой же петли провязываю за нижнюю стеночку петли. После того, когда у нас образовалось на спице 2 петли, петлю с левой спицы сбрасываю. Далее провязываю 2 лицевые петли. И из следующей петли мне также нужно вывязать 2 петли. Сначала провязываю одну петлю за верхнюю стеночку, затем вторую петлю провязываю за нижнюю стеночку. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной петлей. Таким образом мы с вами будем прибавлять по 2 петли в лицевых рядах. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее вяжу все петли лицевыми. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной петлей. Далее пятый ряд, первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Из следующей петли мне нужно вывязать обратно 2 петли. Сначала провязываю лицевую петлю за верхнюю стеночку петли, затем за нижнюю стеночку петли провязываю вторую лицевую петлю. После того, когда у нас на спице образовалось 2 петли, петлю с левой спицы сбрасываю. Далее провязываю все петли лицевыми до того, пока у меня не останется на левой спице 2 петли. И теперь из этой вот первой петли я провязываю обратно 2 петли. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной петлей. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее провязываю все петли лицевыми. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной петлей. Сейчас у меня на спице располагается 10 петель. Осталось добавить еще 2 петли. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Из следующей петли я провязываю 2 петли. Далее вяжу все петли лицевыми до того момента, пока у меня на левой спице не останется 2 петли. И теперь из этой вот первой петли на левой спице я провязываю обратно 2 петли. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее вяжу все петли лицевыми. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной петлей. Мы с вами прибавили петли, и у меня сейчас на спице располагается 12 петель. Но здесь главное не количество петель на спице, а главное, чтобы ширина вашей подошвы была примерно 8-8,5 сантиметров. Если вам много данных петель, либо мало, тогда отрегулируйте их под вашу плотность вязания, чтобы получить необходимую ширину подошвы. Если у вас ножка сильно широкая, тогда можете еще примерно пару петель добавить. И после того, когда я все петли прибавила, я буду вывязывать основную длину подошвы. Здесь на данном этапе измеряем, сколько у нас в сантиметрах заняло прибавление петель. У меня это 3,5 сантиметра. Чтобы в самом конце оставить эти 3,5 сантиметра для убавления петель. Далее я буду провязывать без каких-либо добавлений просто все петли лицевые
лицевыми, как в лицевом, так и в изнаночном ряду. Не забываем, первая кромочная петля постоянно снимается, не провязывая. Последняя петля провязывается изнаночной петлей. Буду вязать до того момента, пока моя подошва не будет составлять примерно 17,5 сантиметров. Я провязала основную длину подошвы без прибавления петель. Осталось сделать убавление петель, как раз таки они займут 3,5 сантиметра. Убавлять петли я также буду в каждом лицевом ряду по 2 петли. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее провязываю 2 петли вместе одной лицевой за правые верхние стеночки. Таким образом мы с вами убавили первую петлю. Далее вяжем все петли лицевыми, не довязывая до конца ряда 3 петли. И когда у нас остается на левой спице 3 петли, мы первую и вторую петлю провязываем вместе одной лицевой. Последняя кромочная петля. Таким образом мы будем убавлять петли в каждом лицевом ряду до тех пор, пока у меня на спице не останется 6 петель. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее вяжу все петли лицевыми. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Третий ряд убавления петель по лицевой стороне. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее следующие 2 петли я провяжу вместе одной лицевой за правые верхние стеночки. Далее провязываю все петли лицевыми, не довязывая до конца ряда 3 петли. И теперь первую и вторую петлю я также провяжу вместе одной лицевой петлей. И последняя кромочная. Следующий изнаночный ряд мы провязываем просто все петли лицевыми. И осталось убавить еще 2 петли. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Следующие 2 петли я провяжу вместе одной лицевой за правые верхние стеночки. Далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая 3 петли до конца ряда. И теперь первую и вторую петлю провязываю вместе одной лицевой петлей. И последняя кромочная провязывается изнаночной петлей. Следующий изнаночный ряд провязываем самостоятельно все петли лицевыми. Мы с вами убавили петли до 6 петель. Больше убавлять петли не будем. Сейчас 2 ряда мы провяжем лицевыми петлями. Получается, по лицевой стороне первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее провязываю 4 лицевые петли. И последняя кромочная провязывается изнаночной петлей. И последний ряд по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее вяжу все петли лицевыми, последняя кромочная петля. Мы с вами вывязали всю длину нашей подошвы. Если померить сантиметром, сейчас моя подошва составляет 21 сантиметр. Та величина, которую мы должны были с вами получить в моем случае. И после того, как мы с вами вывязали полностью всю подошву, мы начинаем вывязывать подъем нашего следка. Именно ниткой синего цвета я провяжу 4 ряда нашего подъема. Это 2 платочные дорожки. Разворачиваю нашу подошву, чтобы рабочая нить располагалась вот с этого края. И сейчас мы с вами будем поднимать петли по контуру нашей подошвы. Получается, из каждой кромочной петли у нас будет подниматься по одной петле на спицу. Либо сколько у вас в полотне платочных дорожек, столько у вас и будет поднято петель. Получается, у меня по одному краю будет подниматься 26 петель. В самом начале мы с вами набирали 6 петель. Эти 6 петель мы с вами и будем поднимать. И по второму краю 26 петель. Плюс 6 петель, которые находятся на спице. Если вы вязали вашу подошву длиннее, либо короче, либо плотность вязания у нас с вами не совпадает, и у вас платочных дорожек больше, чем у меня, тогда, соответственно, вот это вот количество петель по краям у нас будет разное. Данные петли можно поднимать как спицей, так и крючком, как вам удобно. И провязывать далее полотно по контуру нашей заготовки можно либо на чулочных спицах, либо на круговых. Я буду провязывать спицами круговыми. У меня спицы того же диаметра 4 мм, длиной 40 сантиметров. Но если у вас нет такой спицы, можно воспользоваться обычными чулочными. Получается, ввожу крючок,
за дужку одну петли, которая располагается ближе ко мне, так как, смотрите, в петле две дужки, одна чуть дальше от нас, вторая ближе к нам. И как раз таки за вот эту вот дужку я буду поднимать все петли. Получается, ввожу крючок за дужку петли, подхватываю рабочую нить и поднимаю петлю. В следующую кромочную петлю ввожу крючок за дужку одну петли, подхватываю рабочую нить и поднимаю вторую петлю. И таким вот образом я по данному краю буду поднимать все петли. Далее вот эти вот все петли мы переносим на нашу рабочую спицу, которой будем далее вывязывать подъем слитка. Все петли по данному краю я подняла. Сейчас буду поднимать вот эти вот 6 петель, с которых мы начинали вывязывать подошву. Поднимать петли я буду таким же образом. Ввожу крючок за дужку кромочной петли, подхватываю рабочую нить и поднимаю петлю первую на крючок. Далее в следующую кромочную петлю ввожу крючок, подхватываю рабочую нить и поднимаю уже вторую петлю. И так далее. Поднимаем 6 петель. Далее вот эти вот все петли переносим на нашу рабочую спицу. И теперь осталось поднять петли по второму краю заготовки. Поднимаем столько же петель, сколько поднимали вот с этого края. В моем случае это 26 петель. Ввожу крючок за дужку кромочной петли, подхватываю рабочую нить и поднимаю петлю. Следующую кромочную петлю ввела крючок, подхватываю рабочую нить и поднимаю следующую петлю. И таким образом я поднимаю все петли по краю. Далее вот эти вот все петли перенесем на нашу рабочую спицу. Все петли по контуру нашей подошвы мы с вами подняли, и сейчас нужно распределить петли, которые находятся на спице. Чтобы нам начать вывязывать ровненько посерединке нашей пятки, это у нас получается пятка, здесь у нас будет мысочек. Мы сейчас данные петли будем делить на две части. 3 петли будем переносить на петлю левую, не провязывая, а на правую спицу также перенесем 3 петли, но уже провязывая. Поэтому провязываем лицевыми петлями 3 петли со спицы. А вот эти вот петли переносим на левую спицу, но уже не провязывая. Получается, мы находимся ровненько посерединке нашей пятки. И сейчас нам нужно вывязать наш подъем слитка. Так как подъем наш будет состоять из платочных дорожек, поэтому первый ряд у нас был тот, когда мы набирали все петли. Второй ряд будем провязывать изнаночными, так как у нас сейчас будет вязание не поворотными рядами, а по кругу. Повешаем маркер, чтобы нам знать, где начинается ряд, и провязываем полностью все петли по кругу изнаночными. Провязываем все петли за правую стеночку петли. Вот таким вот образом мы будем провязывать полностью все наши петли по кругу до маркера, который обозначает начало ряда. Ряд мы с вами довязали по кругу изнаночными петлями. Теперь перебрасываем наш маркер на правую спицу. И у нас с вами получается сейчас уже образовалась одна платочная дорожка. Далее мы с вами должны провязать еще синей ниткой 2 круга. Один получается лицевыми петлями, второй изнаночными петлями, для того, чтобы образовалась вторая платочная дорожка. Провязываем данные 2 ряда самостоятельно по кругу. Я провязала самостоятельно 2 ряда, и сейчас мой подъем состоит из 2 платочных дорожек синего цвета. Далее рабочую нить я обрезаю, и сейчас мы будем присоединять нить второго цвета. Это у меня оранжевый цвет. Сразу после маркера прикладываю нить оранжевого цвета и начинаю провязывать первый ряд. Провязываем все петли лицевыми. Вот таким вот образом выглядит наше вязание. Вот эти вот 2 кончика от нити можете связать в узелочек.
Далее мы просто их спрячем по изнаночной стороне самостоятельно. Провязываем, получается, до самого конца, полностью по кругу до маркера, все петли лицевыми ниткой оранжевого цвета. Далее второй ряд также ниткой оранжевого цвета мы провяжем изнаночными петлями. Третий круг мы провяжем лицевыми петлями. И четвертый изнаночными петлями. Получается, нам сейчас нужно ниткой оранжевого цвета провязать 4 круга. И у меня также нитью оранжевого цвета будет провязано 2 платочные дорожки. Я провязала 4 ряда ниткой оранжевого цвета, и у меня к подъему добавилось 2 оранжевые платочные дорожки. Подъем полностью мы с вами вывязали, теперь будем вывязывать мысок слитка. Рабочую нить мы обрезаем. Кончик потом спрячем по изнаночной стороне самостоятельно. Сейчас я переношу, не провязывая, на правую спицу 3 петли. Это 3 петли, половина нашей пяточки, так как пяточка у нас состоит из 6 петель. И также я сейчас на правую спицу перенесу, не провязывая, 26 петель. Это моя боковая часть. Если вы вдруг по боковой части поднимали другое количество петель, тогда также переносите эти петли до вот этих 6 петель мыска. Вот таким вот образом сейчас выглядит моя заготовочка. Это получается пятка, где мы только что с вами обрезали рабочую нить. А вот с этого места мы с вами будем начинать вывязывать наш мысочек, который состоит на данный момент из 6 петель. Прикладываю нить оранжевого цвета, кончик не закрепляю. Просто потом его спрячем по изнаночной стороне самостоятельно. И провязываю 5 лицевых петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая петля. Далее шестая и седьмая петля провязываются вместе одной изнаночной петлей. Для этого я сейчас данные 2 петли переверну, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху, и провязываю их вместе одной изнаночной петлей. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону, первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, подтягиваем нить рабочую. Далее провязываем вторая петля, третья, четвертая, пятая. И также шестую и седьмую петлю мы провязываем вместе, но так как это изнаночный ряд, получается 2 петли мы провязываем одной лицевой за правые стеночки петель. И начиная со следующего ряда мы с вами будем расширять наш мысочек. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая маркер. Далее из следующей петли мне нужно вывязать 2 петли. Сначала за верхнюю стеночку петли я вывязываю первая лицевая петля, затем за нижнюю стеночку петли я провязываю вторую лицевую петлю. После того, когда у нас на спице образовалось 2 петли, петлю с левой спицы сбрасываем. Далее провязываем, получается, третья, четвертая петля. И далее из пятой петли мне также нужно вывязать 2 петли. За верхнюю стеночку петли провязываю лицевую петлю, и затем за нижнюю стеночку петли провязываю вторую лицевую петлю. Далее я повешу второй маркер. И получается, сразу после маркера во всех лицевых рядах мы провязываем 2 петли вместе одной изнаночной петлей за верхние стеночки петель. Вот таким вот образом. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, маркер перебрасываем. Петли между первым и вторым маркером мы провязываем все лицевыми, без каких-либо добавления петель. Второй маркер перебрасываю на правую спицу, и сразу после маркера я провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей, так как это у нас изнаночная сторона. Переворачиваем вязание на лицевую сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, маркер перебрасываю, и далее из следующей петли мне нужно вывязать 2. За верхнюю стеночку петли провязываю лицевую и за нижнюю. Далее вяжем все петли лицевыми, не довязывая одну петлю до второго маркера. И затем из вот этой вот петли мне также нужно вывязать 2 петли. За верхнюю стеночку провязала и за нижнюю.
Маркер перебрасываю на правую спицу. И так как это у нас лицевая сторона, сразу после маркера я провязываю 2 петли вместе одной изнаночной петлей. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Маркер перебрасываю. Далее все петли до второго маркера мы провязываем лицевыми. Второй маркер перебрасываю на правую спицу. И далее, так как это у нас изнаночная сторона, 2 следующие петли сразу после маркера я провязываю одной лицевой петлей. Сейчас наша подошва состоит из 10 петель, и нам с вами осталось добавить 2 петли. Получается, первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, маркер перебрасываю, и из следующей петли я провязываю 2 лицевые петли. Далее провязываю все петли лицевыми, не довязывая одну петлю до второго маркера. И когда у нас осталась одна петля, провязываем из этой петли 2 лицевые петли. Второй маркер перебрасываем на правую спицу. И так как это у нас лицевая сторона, сразу после второго маркера мы 2 петли провязываем вместе одной изнаночной петлей. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, маркер перебрасываю. И далее все петли до второго маркера я провязываю лицевыми. Второй маркер перебрасываю на правую спицу, и сразу после второго маркера, так как это у нас изнаночная сторона, 2 петли вместе провязываю одной лицевой петлей. Мы с вами расширили наш мысочек до 12 петель. Получается 10 петель между маркерами и по одной петле за маркерами. Далее провязываем без добавления петель. Во всех лицевых рядах первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Между маркерами провязываем все петли лицевыми, и сразу после второго маркера мы провязываем 2 петли вместе одной изнаночной петлей. Во всех изнаночных рядах первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Между маркерами я провязываю все петли лицевыми, и сразу после маркера второго мы провязываем 2 петли вместе одной лицевой петлей. И таким образом я буду далее провязывать наш мысок, убавляя петли по краям заготовки. Примерно наш мысочек будет состоять из 15 платочных дорожек. На прибавление петель мы уже с вами вывязали 1, 2, 3, 4 платочные дорожки. Далее 11 платочных дорожек я провяжу самостоятельно. Встретимся, когда я вывяжу весь мысок. Далее я покажу, как этот мысок должен сидеть на вашей ножке. Добавлять петли больше не будем. Я провязала мысочек моего слитка, поднимая петли по краю заготовки. И так наша заготовочка уже выглядит на манекене ноги. Получается, у меня здесь провязано 15 платочных дорожек. 2 платочные дорожки у нас относятся к подъему, вот они. И далее именно в мыске у меня 15 платочных дорожек, это 30 рядов. Если по петлям у меня получается осталось 12 петель, это петли мыска, и все остальные петли у меня составляет 28 петель. Но вы больше ориентируетесь на свою ногу, так чтобы вот этот вот ваш мысочек примерно таким вот образом закрывал ваш мысок ноги. Примеряйте обязательно на ногу. Маркеры я уже сняла, они нам не нужны. Далее, если посмотреть на готовом слитке, мы с вами вывязали полностью вот этот вот мысочек. И сейчас будем вывязывать язычок. Данный язычок мы будем вывязывать уже на 2 чулочных спицах. Сейчас при вывязывании язычка мы немножко петли с вами убавим, чтобы он у нас получился не сильно широким. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Следующие 2 петли я провяжу вместе одной лицевой за правые верхние стеночки. Получается у нас 2 петли на правой спице, далее провязываю 3 петля, 4, 5, 6, 7 и 8 петля. Следующую 9 и 10 петлю я провяжу вместе также одной лицевой петлей за верхние правые стеночки.
Это у нас получилась 9-я петля, и 10-я последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Дальше поднимать петли по краям мы уже не будем. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону, первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее провязываем все петли со спицы лицевыми. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Получается, убавили 2 петли мы с вами, и сейчас наш мазочек состоит из 10 петель. Далее 6 рядов мы будем провязывать с вами самостоятельно. Убавления никакие не делаем. Получается, все петли, как в лицевом, так и в изнаночном ряду, у нас провяжутся лицевыми петлями. Встретимся, когда провяжем самостоятельно 6 рядов. Первую петлю постоянно снимаем, не провязывая, последнюю петлю провязываем всегда изнаночной. 6 рядов я провязала самостоятельно, вот таким вот образом выглядит наш язычок. Далее провязываем следующий ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, следующие 2 петли я провяжу вместе одной лицевой петлей за верхние правые стеночки. Далее провязываем все петли лицевыми, не довязывая 3 петли до конца ряда. Теперь первую и вторую петлю также я провяжу вместе одной лицевой, и последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Таким образом мы с вами убавили еще 2 петли, и в следующем ряду мы будем уже с вами закрывать наш язычок. Первую петлю я снимаю, не провязывая, следующую провязываю лицевой, и теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Таким вот образом я буду закрывать все петли. Петлю провязываю лицевой, и теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Петлю провязываю лицевой, и теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Закрывайте далее таким вот образом самостоятельно до того, пока у вас на спице не останется вот такая вот одна открытая петля. У меня осталась одна открытая петля. Сейчас мы должны с вами рабочую нить обрезать. В сантиметрах у меня получается именно язычок провязан 4 сантиметра. Полностью весь мой мысочек примерно 14 сантиметров. Далее кончик от обрезанной нити продеваем в открытую петлю и затягиваем. Мы с вами, получается, вывязали полностью весь язычок. Вот этот вот кончик прячем по изнаночной стороне самостоятельно. Можете расслоить данную нить на много маленьких нитей и спрятать по изнаночной стороне данный кончик. Сейчас мы с вами будем вывязывать вот эту вот синюю часть слитка. Это наши боковые части. Но вывязывать вот эту вот синюю часть мы будем не с первой петли, которая находится на спице, а немножечко раньше. Поэтому сейчас берем крючок и поднимем примерно 3 петли. Отступаю примерно вот со стыка. 3 петли, получается вот первая, вторая и третья. Ввожу свою спицу за дужку петли, которая располагается сразу над второй платочной дорожкой. Получается вот это вот первая, вот это вот вторая платочная дорожка. Подхватываю свою рабочую нить и вынимаю петельку. Далее в следующую петлю ввожу крючок. Петля, которая располагается над второй платочной дорожкой. Подхватываю рабочую нить и вынимаю вторую петлю на крючок. И третья петля будет со стыка. Ввожу за дужку петли, подхватываю рабочую нить и вынимаю третью петлю на крючок. Данные вот эти вот 3 петли сейчас я перенесу на спицу. 3 петли, получается, я перенесла на мою спицу. И далее все петли мы провязываем лицевыми со спицы. Провязываем вот таким вот образом полностью все наши петли. Все петли я провязала лицевыми, последняя петля также провязывается лицевой петлей. И теперь обратно по данному краю мне нужно поднять 3 петли, так же как я поднимала петли вот с этого края. Первую петлю я буду поднимать со стыка, ввожу крючок сверху вниз, подхватываю рабочую нить, подняла первую петлю. Вторую петлю я буду поднимать, получается, вот первая платочная дорожка, вторая платочная дорожка. И сразу над платочной дорожкой идет вот такая вот петелька.
ввожу крючок, подхватываю рабочую нить, поднимаю петлю. Мы с вами подняли вторую петлю и третью петлю поднимаем. Вот таким вот образом. Далее эти петли я сейчас перенесу на мою рабочую спицу. Получается, первый ряд мы с вами провязали ниточкой синего цвета. Сейчас переворачиваем вязание на изнаночную сторону и будем провязывать второй ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее все петли на спице я буду провязывать лицевыми. Довязываем данный ряд до самого конца самостоятельно. Последняя кромочная петля будет постоянно провязываться изнаночной петлей. Мы с вами провязали 2 ряда ниткой синего цвета, и вот таким вот образом наш следочек выглядит. Далее будете провязывать вот эти вот петли самостоятельно поворотными рядами. Получается, у нас сейчас вывязана одна платочная дорожка. Если посмотреть на готовом следке, у нас должно будет получиться 4 платочные дорожки. Получается, самостоятельно мы должны будем провязать 6 рядов. Как в лицевом, так и в изнаночном ряду петли всегда привязываются лицевыми. Первая кромочная петля постоянно снимается, не провязывая. Последняя кромочная петля провязывается всегда изнаночной петлей. Встретимся, когда вывяжем боковую часть синим цветом. Это 6 рядов. Я провязала самостоятельно 6 рядов поворотными рядами ниточкой синего цвета. Вот таким вот образом выглядит наш следок на манекене ножки. Рабочую нить синего цвета мы уже обрезаем. Данный цвет нам больше не нужен. И сейчас нам с вами осталось вывязать именно оранжевой ниточкой вот эту вот часть, куда мы будем продевать наш шнурок. Получается, вот эта вот наша боковая часть состоит из 2 платочных дорожек синего цвета, 2 платочных дорожек оранжевого цвета и 4 платочных дорожек синего цвета. Если померить в сантиметрах, примерно это составляет 5,5 сантиметров. Беру нить оранжевого цвета, кончики я не закрепляю, просто потом вот этот вот кончик спрячем по изнаночной стороне самостоятельно. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у меня меняется цвет рабочей нити. И далее все петли со спицы я провязываю лицевыми. Провязываем ряд полностью до конца, все петли лицевыми. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной петлей, так как она у нас является кромочной. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее все петли я провязываю изнаночными. Последняя кромочная петля также провязывается изнаночной петлей. Довязываем ряд самостоятельно до самого конца. Второй ряд я провязала до конца, и у нас, смотрите, уже образуется лицевая гладь. Далее также поворотными рядами будете провязывать самостоятельно. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 ряд. Получается, 2 ряда мы с вами провязали. Далее 7 рядов мы с вами будем провязывать самостоятельно. Во всех лицевых рядах мы провязываем все петли лицевыми. Во всех изнаночных рядах мы провязываем все петли изнаночными. Так у нас будет образовываться лицевая гладь. Встретимся, когда вывяжем самостоятельно еще 7 рядов. Я провязала самостоятельно 7 рядов. 2 ряда мы с вами вместе провязали. Всего в лицевой глади у меня провязано 9 рядов. Если померить в сантиметрах, это 4 сантиметра составляет моя лицевая гладь. И далее мы с вами будем закрывать петли. Сейчас нам нужно рабочую нашу нить сделать так, чтобы она у нас была перед работой. Я снимаю, не провязывая первую петлю на спицу, располагаю рабочую нить перед работой и петлю возвращаю. Вот таким вот образом. Сейчас я спицей своей правой подхватываю дужку кромочной петли, которая располагается ближе к изнаночной стороне. Набрасываю на левую спицу. И теперь 2 петли с левой спицы я должна провязать изнаночной одной петлей.
мы с вами соединили 2 петли. Далее будем соединять вот эти вот оранжевые дужки петель вот с вот этими петлями, которые располагаются на спице. Подхватываю оранжевую дужку петли правой спицей, переношу на левую спицу и провязываю данные 2 петли одной изнаночной петлей. После того, когда у нас на правой спице образовалось 2 петли, первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Таким образом мы с вами закрыли петлю. Повторяем, подхватываю оранжевую следующую дужку петли, набрасываю на левую спицу и провязываю данные 2 петли одной изнаночной петлей. После того, когда у нас на правой спице образовалось 2 петли, первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Повторяем. Поднимаю оранжевую дужку петли, переношу ее на левую спицу и теперь данные 2 петли провязываю одной изнаночной петлей. После того, когда у нас образовалось 2 петли на правой спице, первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. И вот таким вот образом мы будем закрывать с вами все петли, образуя вот такой вот край. Далее в это вот отверстие мы будем продевать наш шнурок. Получается, поднимаю оранжевую дужку петли, переношу на левую спицу и провязываю данные 2 петли с левой спицы одной изнаночной петлей. И теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Таким образом вы будете закрывать все петли на спице до самого конца, далее самостоятельно. Встретимся, когда закроем все наши петли. В самом конце, когда у нас на левой спице остается одна петля, также мы поднимаем дужку кромочной петли, переносим ее на левую спицу, провязываем с левой спицы 2 петли одной изнаночной петлей. И теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Вот таким вот образом выглядит наш край слитка. Все очень красиво и аккуратно. Далее рабочую нить мы обрезаем, продеваем в открытую петлю и затягиваем. Кончик от рабочей нити спрятать осталось самостоятельно по изнаночной стороне слитка. И после того, когда мы спрятали с вами все кончики, вот такой вот результат у нас с вами получился. Все очень смотрится красиво и аккуратно. Осталось вставить в данный ободочек веревочку. Еще я использовала вот такие вот 2 штучки, это на кончике шнурка. И шнурок у меня держится вот таким вот карабинчиком. Но вы можете сделать как вам больше нравится. Можете просто узелком стянуть. Если вам понравился данный мастер-класс, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.